Относительно бюджетные вакуумные ТВС-наушники с активным шумоподавлением на борту, а также имеется очень компактный легкий кейс, приложение для настройки и управления функциями, сенсорное управление этапами с возможностью регулировки громкости, и это хорошо, сбалансированный звук, неплохие микрофоны, достаточная автономность, рабочий режим прозрачности, беспроводная быстрая зарядка и защита от пыли и влаги тоже на борту. Сейчас все расскажу. 1036 на YouTube, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии, 25 ноября разыграю 10 Mi Band, помимо этого разыгрываю Pixel A, Pixel Buds A, 2 часов, Narza 30 и еще много всего. Условия всегда в описании к видео. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, исключая бенды. А сегодня я расскажу вам о ТВС-наушниках Xiaomi Feel T2 Pro. И про их модель Feel CG Pro я недавно рассказывал, притом модель у меня была Origin. А обычные Feel, кстати, прошки я разыгрываю, так что смотрим по ссылке в правом верхнем углу и полетели, сейчас расскажу вам об этих ушках. Коробка пришла слегка мятая, и на ней наклеена непонятная китайская наклейка, что явно не очень приятно. Если заказывать девайс на подарок, то будет довольно странно. Оформление коробки в черном матовом цвете, есть изображение наушников и вся информация на китайском языке. Внутри все лаконично и красиво укомплектовано. Комплект состоит из наушников, зарядного кейса, кабеля для зарядки USB Type-C, 3 пары сменных амбушюр неплохого качества, пары сменных силиконовых накладок для комфортной и надежной посадки в ухе, и последнее — это руководство пользователя на китайском языке. Наушники-то китайские, на глобалку вряд ли выйдут. Сильного неприятного запаха из коробки не было, что радует. Летим дальше. В продаже на данный момент есть только черный цвет корпуса. Зарядный кейс изготовлен из неплохого черного матового пластика с серой матовой вставкой по линии крышки. Форма прямоугольная, тактильно пластик приятный, не маркий, коцкие царапины не собирает на раз-два, но он очень скользкий. Габариты у бокса очень компактные, практически все такие же, как у Xiaomi OneMo ComfoBuds Pro, обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, они даже аудиофилов могут порадовать, а стоят до $100. И возвращаясь к Feel T2 Pro, размер кейса составляет 67 мм на 25 на 28 мм, а весит бокс без наушников 29 граммов. В кармане помещается в легкую, на корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, логотип компании и светодиодный индикатор. Незначительный люфт у крышки есть в любом положении. Открыть одной рукой проще простого, крышка ходит приятно и мягко. В открытом положении фиксируется, сама по себе не захлопывается. Внутри расположены два глянцевых места под наушники, в каждом из них по 2 контакта для зарядки. Наушники в боксе не гуляют, и вытряхнуть их из кейса у меня не получилось. Делаем вывод, что магниты здесь хорошие, притом вынуть их в принципе одной рукой возможно и без особых сложностей. Хлопок при закрытии кейса глухой и приятный. Перезарядить наушники от кейса можно полных 3 раза. Полный цикл зарядки занимает 55 минут, беспроводная зарядка на борту. Саморазряд есть полностью со 100%, все разряжается за 6 дней бездействия, что не есть хорошо. Переходим к наушникам. Корпус наушников изготовлен полностью из матового пластика, наполовину серого, наполовину черного. Дизайн не выделяющийся, сам пластик неплохого качества. Не маркий, но скользкий, как и бокс. Габариты наушников составляют 20 на 14 на 21 мм, а вес одного наушника с амбушюрой и силиконовой накладкой 4,3 грамма. Посадка в ухе комфортная, к ушам привыкаешь быстро. При длительной носке уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают, так как они хорошо фиксируются в ухе с помощью силиконовых накладок. Звуковод небольших размеров, а именно 8 мм в длину, и выход овальной формы 5 на 6 мм. На корпусе каждого наушника расположены 2 углубленных контакта для зарядки, маркировка Left и Right, 3 микрофона, сенсорная панель управления этапами, OLED-индикатор, логотип компании, выступ на звуководе для фиксации амбушюр и на корпусе выступ для фиксации силиконовых насадок. Из тапов имеется регулировка громкости, переключение треков, управление вызовами, воспроизведение, пауза и вызов голосового помощника. Тапы срабатывают хорошо, без ложных срабатываний, но придется наловчиться всем комбинациям управления. Оснащены наушники композитной диафрагмой на 6,1 мм, покрытую титаном. Шумоподавление есть, и тут целых 3 режима. Режим полного шумоподавления, режим ветра, режим сохранения человеческого голоса, режим прозрачности также на борту. Шумоподавление работает не вау, но в целом все неплохо. Режим прозрачности приятный и в целом, можно сказать, натуральный. Заряд наушников в шторке сопряженных устройств виден, по одному уши работают и переподключаются, кстати, без задержек. Автоматически подключаются после открытия крышки кейса, но быстрее будет просто извлечь наушники из бокса. Мультипоинта, к сожалению, не завезли, сенсоров приближения нет и анимации при сопряжении тоже. Отыграли 6 часов 20 минут по кодеку AAC на 50% громкости при выключенном шумоподавлении, что довольно прилично. 6 часов хватит, мне кажется, всем. С быстрой зарядкой все запутано, так как они неправильно отображают заряд. За минуту показывает, что набегает 5%, а за 3 минуты 30%. Но при этом заряде они разряжаются куда быстрее. С 15% улетает за 20
25 минут. Достоверный цикл зарядки засечь, я бы сказал, невозможно, но если брать на скидку, то потребуется не меньше 40 минут, чтобы нагнать с 0 до сотки. Рандомно все получается, к сожалению. До часа они у вас точно зарядятся, но вот так. Защита от пыли и брызг IPX5 есть только у наушников. У бокса, разумеется, ее нет. После водных процедур, которые делать не стоит, они не перестали работать и качество звука не пострадало. Далее, для удобного использования пока в русском приложении Mi Buds M8 они также недоступны, я уверен, что добавят, как и Feel CG Pro Origin и Feel CG Pro. Поэтому можно использовать только китайское приложение Feel Plus. После подключения есть вкладка с информацией о заряде каждого наушника и кейса. Далее во второй вкладке настройки звука, настраиваемый эквалайзер, наушники на него откликаются. Далее настройки шумоподавления, управление музыкой и громкостью. В третьей вкладке имеется настройка тапов, включение-выключение игрового режима, активация голосового помощника и управление переключениями через тапы между устройствами. Обновить прошивку приложений можно, но обновления пока не прилетали. Приложение можно устанавливать по QR-коду в инструкции, Bluetooth-версии последней 5.2, из кодеков на борту AAC и SBC. Через две стены не отваливались и фризов не было. Задержки на YouTube незаметны, в играх с выключенным игровым режимом задержки есть. И не совсем-таки маленькие, я бы даже сказал большие. Если включить игровой режим, задержки практически не ощущаются. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают прекрасно, примеры вы сейчас услышите. Опять же, все относительно, но по мне очень даже хорошо. Xiaomi Feel T2 Pro. Тест в помещении, как работают микрофоны. Чтобы сравнить, насколько хорошо микрофоны конкретно в этой модели работают, посмотрите обзор на Redmi AirDots 3 Lite. И вы заметите очуменную разницу. Почему? Потому что все-таки, хотя это тоже Xiaomi, стоит эта штука в 4 раза дороже. И не зря она стоит дороже. Первое, лучше микрофоны. Второе, лучше материалы. Третье, внешний вид. Четвертое, они даже по посадке комфортнее. Но здесь, скорее всего, из-за амбушюр и материалов. Так что вы всегда должны понимать, что чем больше ты тратишь, тем, к сожалению, лучше ты получаешь продукт. И это касается практически всего, исключая оверпрайс. То есть, да, логично, что у телефона какая-то разумная цена $500, у наушников $50-100, у всего остального тоже есть разумный ценник. Остальное выше, круче, уже не стоит обычно своих денег. Эти наушники по мне стоят. Красавцы Фил. Вообще плохого Фил не делает. Но с браком бывает всякое, даже у них, к сожалению. Вот он пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Feel T2 Pro. Сейчас я разговариваю в шапке и имитируем зиму. Хотя зима уже фактически в Петербурге началась, снег идет. Мимо меня проезжают машины, слякоть, идет мокрый снег, скорее дождь. И максимально некомфортные условия. Делаем условия еще хуже. И при условиях еще хуже вы слышите, каким образом справляются микрофоны. Эти наушники уже приличнее, чем что-то в районе $20. Стоят они тоже не супер дешево. И поэтому, в принципе, микрофоны, если разговаривать громко и четко, даже рядом с объектами, которые издают большое количество шумов, в принципе, справляются. Идеальным звук никогда так не назовешь, потому что нужно помнить, что даже разговаривая с собеседником у дороги, что мы делаем? Правильно повышаем громкость голоса, мы начинаем говорить более четко, отрывистыми фразами и стараемся делать так, чтобы когда проезжает что-то, издающее громкие звуки, мы приостанавливаем речь. Так что вот это не совсем реальные условия, с одной стороны. С другой стороны, это одни из худших условий, потому что мы дождемся сейчас пазик, он проедет мимо меня, и все будет громко. Противно, если вы что-то услышите, кроме пазика, это будет великолепно. Звучание хорошее. Сцена чуть выше среднего для затычек, на низких частотах есть небольшой акцент. Что хорошо, радуемся басхеда. Бас в меру упругий, средний бас по мне в наличии, притом эгегей какой. Средние частоты без искажений, а верхние частоты слегка обрезанные. Стандартные такие затычки получаются, если не будете мучить эквалайзер. Инструментал отыгрывают слегка ненатурально, звучание в целом теплое. Но на 100% громкости появляется каша, и в некоторых местах неприятное дребезжание. Громкости здесь эгегей с каким запасом, поэтому выкручивать на максимум вряд ли кто будет, только если, не знаю, у вас тугоухость. Максимум на 70% советую их слушать. Если больше выкручиваете и вам мало, нужно идти к лору. 1
однозначно. Из минусов нет мультипоинта, скользкий корпус, не хватило немного мощности шумоподавления, неправильное отображение заряда. Стоит в районе $76 по цене по ссылке в описании к видео. Да, супер экономом их не назвать. Это не Redmi Buds 3 Lite за 1000 рублей, которые были позавчера у меня на обзоре. Но вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, тем более скоро Черная пятница, так что заходим в мой телеграм-канал, смотрим, какие уже промокоды выгружены. А если даже нет, прикидываем хотя бы, какие цены на какие девайсы в перспективе будут. Когда знаешь, что купить, проще покупать. Или вообще ничего не брать, потому что на middle сейлах цены тоже неплохие. Но обязательно участвуем в розыгрышах, потому что обычно те, кто участвовал в розыгрыше 20 Mi Band'ов, это проблема найти победителя. Мало кто читает описание и мало кто выполняет условия. Резюмирую, данные наушники однозначно стоят своих денег. На борту имеются все необходимые функции и даже больше, чем обычно. Для своего ценового сегмента они звучат очень хорошо, и микрофоны для этого форм-фактора отрабатывают свое на 100%. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды. 24-го будет праздничный стрим, у меня день рождения, приходите. Заодно расскажу, как я себя буду радовать 25-11. В основном это будут не гаджеты, а шмот от Li-Ning. И шмот от Xiaomi был недавно на лайв-канале. 10 вещей от Xiaomi, и еще, наверное, вещей 5 от Li-Ning было. От Xiaomi по факту было больше 20 вещей, так что заходим на лайв-канал и смотрим этот топ. Если такие вещи вам заходят, буду снимать. Пишем, на что еще сделать топы. Приходим завтра, смотрим на OnePlus. Пишем, как вам эти наушники по внешке и всему остальному. Может быть, кто-то уже и купил. Добра и удачи вам, дорогие друзья!